4 вещи, которые нарцисс просто не переживет. Представь себе такую ситуацию, что ты находишься в отношениях с нарциссом, но ты договориться с ним не можешь, потому что там не с кем договариваться, он просто считает, что все проблемы в тебе, а не в нем. Уйти ты от него не можешь также, потому что он как-то палки в колеса вставляет, и такая ситуация, что ты не можешь от него просто уйти. В таком случае тебе остается только выдавить его из отношений. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы говорим о 4 вещах, которые нарцисс просто не вынесет, и ты сможешь выдавить его из отношений, если будешь использовать их успешно. Если тебе эта тема интересна, ставь лайк под видео, подписывайся на мой канал, и мы начинаем. И первая вещь, которую нарцисс не переживет, это утрату контроля он не переживет. Потому что с первой секунды ваших отношений, все, что он делает, он старается вас законтролировать. Весь этот лавбомбинг, весь этот вот сироп в уши, который он вам наливает, формирование эмоциональной привязанности, все это он делает для того, чтобы контролировать вас, ваши действия, ваши эмоции. Если вы прямо сейчас не можете взять и выйти из этих отношений, то первое, что вы можете сделать, чего уже будет достаточно, если вы начнете реагировать на его поведение не так, как он этого ожидает. То есть он наговорил вам каких-то гадостей, и он ожидает, что вы будете в плохом настроении ходить полдня. А вы через 5 минут приходите и говорите: слушай, такой день сегодня хороший, я пойду прогуляюсь. Чтобы он не понимал, что происходит, чтобы он чувствовал, что вроде бы как он старался испортить вам настроение, у вас не получилось. Да, может быть, настроение у вас все равно испорченное, но вам нужно постараться это как-то скрыть и показать ему иные эмоции, чтобы он не понимал, что происходит, чтобы он чувствовал, что он не может вас эмоционально контролировать. Вторая важная вещь, которую нарцисс получает в отношениях, это нарциссический ресурс. Нарциссический ресурс — это все то, что вы даете нарциссу, чтобы он чувствовал себя значимым. Первая часть нарциссического ресурса связана с контролем им вас. То есть он может испортить вам настроение, он может вести себя как-то токсично, он может обижаться, быть таким пассивно-агрессивным, он может как угодно себя вести так, чтобы вам в результате было плохо. И он понимал, что если ей плохо от моего поведения, но она не уходит, то это означает, что я достаточно ценен, достаточно важен, чтобы даже несмотря на мое такое скотское поведение, она не уходила. Это вот первая часть нарциссического ресурса, которую вот он от вас получает. И жертва нарцисса, как правило, именно на эту часть и обращает внимание, потому что это ее касается. Меня тут разрушают, я по каким-то объективным причинам не могу уйти, а он воспринимает это, что я от него такого прекрасного не могу уйти. Так вот, вам как-то вот на холоду, в спокойствии нужно оценить, какой еще нарциссический ресурс вы ему даете. Часто бывает так, что нарцисс также получает очень много от того, что женщина статусна, она, скажем, зарабатывает. У нее есть очень какие-то важные или интересные для нарцисса знакомые. В конце концов, на людях женщина его поддерживает, не перечит, как будто бы так молчаливо потакает его каким-то россказням. Это для него также очень важно. Для тебя, как для жертвы нарцисса, эти вещи менее важны, потому что, эти мои знакомые есть и есть, я ничего для этого не делаю. Но он сидит, что-то про себя рассказывает, я просто не вмешиваюсь в разговор. Для меня это не очень важно. Для меня важно, когда он меня разрушает. Но может быть, что если ты перекроешь все виды этого нарциссического ресурса, связанные с тем, что ты перестанешь рассказывать ему о своих знакомых, перестанешь ему рассказывать, что там у тебя интересного на работе происходило, я не знаю, ты там перестанешь его поддерживать где-нибудь на публике. Может оказаться так, что вот тот нарциссический ресурс, который останется, связанный с его вот этим вот контролем над тобой, будет для него недостаточно весомым аргументом, чтобы оставаться в этих отношениях. Просто из-за того, что он с тобой спорит, он может тебя как-то там, не знаю, газлайтить, эти вещи не позволяют ему чувствовать себя достаточно уверенным, и он будет из этих отношений стараться уйти. Третья вещь — это борьба за превосходство, борьба за грандиозность. Естественно, что в отношениях с нарциссом превосходство и грандиозность должны быть на его стороне. Если ты начнешь с ним спорить по каким-то важным вопросам, если ты начнешь с ним как-то открыто не соглашаться, если ты начнешь заявлять в каких-то моментах свое право на его корону, то, естественно, ему это не понравится, и он может включить такие вещи, как нарциссический гнев, какие-то там раздражительность, все виды пассивной агрессии. И тебе может показаться, что ты это не выдержишь, но на самом деле, если ты выдержишь эту вот первую его атаку, если там не будет, скажем, физической агрессии или каких-то таких объективно неприемлемых вещей, и продолжишь вот эту конфронтацию, то не выдержит уже он. То есть, поскольку для нарцисса вот эта вот борьба за превосходство — это такая, финальная битва, он сразу покажет все свое оружие, но если ты выдержишь, то ему больше не будет чем крыть, понимаешь, он не сможет повышать ставки. То есть, если ты уверенно и спокойно говоришь, что нет, я думаю иначе, нет, я этого делать не буду, а это я буду делать, несмотря на то, что там тебе нравится или не нравится, то в таком случае он очень скоро подумает о том, что ему нужно из этих отношений уходить, потому что, зачем мне находиться в отношениях, где моя нарциссическая корона постоянно находится под сомнением, и он же себя внутри так будет чувствовать. Каждый раз, когда ты будешь ему перечить, он будет начинать сомневаться в своей какой-то значимости и грандиозности. Ему очень тяжело будет эти вещи перенести, ему будет легче уйти из этих отношений и найти себе кого-то другого для нарциссического ресурса. И четвертая вещь, которую нарцисс не перенесет, это игнор. Потому что если ты его игнорируешь, это
Очень грубое такое урезание нарциссического ресурса, и какой ему смысл находиться в отношениях с человеком, который его не замечает. Есть сложности, если ты должна с ним находиться в одной семье, в одном помещении, то есть ты не можешь как-то с ним разъехаться и с ним перестать контактировать. У меня есть на канале видео по поводу того, как нарцисс реагирует на игнор, что нужно делать для того, чтобы это игнорирование было каким-то максимально экологичным для тебя. Но, грубо говоря, если ты начинаешь нарцисса игнорировать, он старается всяческими провокациями и манипуляциями вернуть твое внимание, но когда он его не получает, ему не остается ничего иного, как найти нарциссический ресурс где-то на стороне. И тут есть варианты. Он может найти какую-то другую женщину, которая будет ему песни петь и таким образом от нее получать какой-то нарциссический ресурс. Он может уйти в какую-то сублимацию, то есть заняться какой-то работой, деятельностью, может пойти в психотерапию и начать прорабатывать способы более экологического получения этого нарциссического ресурса без разрушения окружающих людей. Это все вопросы уже его дальнейшей истории. Самое главное, что тебе нужно понимать, если ты сможешь достаточно стойко его игнорировать какое-то время, он не сможет без нарциссического ресурса находиться в этих отношениях. Ему придется искать его где-то извне. И несмотря на то, что это высший пилотаж, возможно, у кого-то из моих подписчиков был опыт нахождения с нарциссом, когда вам удавалось выдавить его из этих отношений. Поделитесь, конечно, опытом в комментариях, я буду вам очень благодарен. Если вам эта тема кажется важной, видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.